Всем привет, с вами Лиза. Тема этого видео: что наполняет ресурс человека. То есть в нашем теле, в эмоциональном плане есть какой-то такой ресурс, который иссякает. И это нормально. И мы должны его наполнять, чтобы быть в гармонии с собой. Сегодня я поговорю и поделюсь с вами, как же я наполняю свой ресурс, если он иссяк. Можете называть по-разному: ресурс, какое-то ментальное здоровье, очень много названий, но я называю это как ресурс. Но перед началом этого видео я хочу, чтобы вы подписались на мой инстаграм, который будет внизу в описании, также я оставлю здесь свой ник. Итак, давайте-ка подумаем, точнее я скажу, почему же у нас иссякает этот внутренний ресурс, это ментальное здоровье, почему мы чувствуем себя более опустошенными в какие-то моменты вашей жизни. Даже когда все вокруг хорошо, но вы чувствуете в себе, что вот что-то нехорошо. Почему же он иссякает? Вообще в жизни все не вечно. Во всем есть ограничения. В ресурсах, во времени. Всегда будет конечная точка. Везде. Мы не вечны, и наш вот этот ресурс тоже. Но его можно наполнить. Ресурс вообще человека, он может наполняться индивидуально. То есть каждому человеку нужно подбирать отдельные какие-то подходы, отдельные задачи для того, чтобы он наполнился. Он чувствует себя хорошо даже при обстоятельствах, которые говорят обратное. Он иссякает из-за того, что мы общаемся с людьми, мы отдаем энергию. Если у нас не происходит энергообмен, мы просто отдаем энергию тем людям, и они нам не отдают энергию. Также энергия тратится при таких делах, которые не приносят удовольствия. И даже если они приносят удовольствие, она все равно тратится, потому что мы не вечны. И даже когда мы видим 15% на телефоне, зарядите, пожалуйста, телефон, мы его заряжаем, либо ждем 1% и выключаем. Везде нужен зарядка, везде нужна перезагрузка, и для человека тоже. То есть не только сон, не только здоровая пища, но и ментальное какое-то спокойствие, которое наполнит ваш внутренний ресурс. Я сейчас каждому из вас не могу подобрать именно те действия, которые нужно делать, чтобы наполнить, потому что для каждого, я опять же повторяю, свои какие-то задачи, свои действия, которые вы должны выполнить, чтобы наполнить ресурс. Но сейчас я поделюсь тем, что я делаю, если я чувствую себя не очень хорошо в эмоциональном плане. То есть мне грустно, но я даже не знаю, по какой причине. Мне одиноко, но я даже не знаю, по какой причине. Это признак того, что либо вы устали, вот это вот усталость, либо вам нужно отдохнуть. В общем, вот как я наполняю этот ресурс, сейчас я вам расскажу. Я просто ничего не делаю. Когда у вас нет энергии, у вас нет здоровья ментального. Если с физическим здоровьем все хорошо, но вы чувствуете в душе какую-то тяжесть, какую-то непонятно из-за чего, вот это называется, либо у вас что-то не то, либо у вас закончился вот этот ресурс, который вы отдавали, и нужно наполниться. Это нормально. Не думайте, что я какая-то чокнутая. Вот серьезно, вы это сами поймете, когда вы столкнетесь с этим. Поэтому осуждать сейчас мне не нужно. Сделайте себе какую-то паузу в каких-то делах. Не нужно себя заставлять делать. К тому же, если у вас нет энергии, как вы можете себя заставлять? Если вот у вас есть энергия, вот столечко, да, и вы еще себя заставите, она еще уменьшится. Поэтому не нужно себя заставлять делать то, что вы не хотите делать. Это не относится к учебе. Но даже там нужен отдых. Это относится к делам, которые вы хотите делать, но по какой-то причине, вам нравится это дело, но по какой-то причине вы не можете больше его выполнять. Вам нравится процесс, вам нравится это дело, но вы не можете его выполнять, вот, и у вас закончится этот ресурс. Просто что я делаю? Я ничего не делаю. Я просто сижу, лежу, гуляю, просто нахожусь одна, смотрю сериалы. Дело доходит даже до ТикТока, поэтому это нормально. Это достаточно нормально. Вы должны ограничить себе времени, например, неделю, 3 дня. Вы
не будете себя ругать за то, что вы ничего не делаете. И вы прям вот погрузитесь в это, отдохнете. У вас мало энергии, и просто делайте то, что у вас не отбирает эту энергию лишний раз. Я не говорю, что вам надо закрыться в каморке своей, в комнате и сидеть. Нет, я говорю, чтобы вы не тратили попросту свою энергию на ненужных людей. Что я подразумеваю под ненужными людьми? Это те, кто вам ничего не даст. Ни энергии, ни каких-то советов, ни помощи. То есть это те люди, которые попросту, как маячат, пересекают вашу жизнь просто. И вот он вам ничего не даст. Вы ему можете дать энергию, совет, а он вам нет. Зачем вы тратите свою энергию на него, на этого человека? Не нужно. Не тратьте свою энергию на таких людей. Итак, третье, что я делаю, это если я не чувствую себя прям так вот плохо в эмоциональном плане, как-то не очень, мне не грустно, но я чувствую, что вот скоро это произойдет, я стараюсь нагрузить себя чем-то. Это какие-то упражнения, какое-то дело, которое я погружаюсь, и оно может меня наполнить. Например, езда на велосипеде, легкая тренировка, разминка, прогулка одной, иногда это приносит прям удовольствие. Итак, четвертое, это я позволяю себя чувствовать не в форме. Надо принять эти чувства и дать им прожить с вами какое-то количество времени. И это нормально чувствовать себя грустно. Это делает нас живым. Мы не роботы. Мы не можем чувствовать одну эмоцию. Мы проживаем все эмоции. Мы проживаем радость, грусть, разочарование. Это нормально, если вас бросили. Это нормально, если бросили вы. Это нормально чувствовать себя грустно, паршиво, просто счастливо, настолько до боли в коленках. Все это мы проживаем всю жизнь. И не нужно опасаться этих чувств, не нужно опасаться боли. Ведь боль все равно придет. Вас кто-то бросил, вы бросили, вам обидно. Это нормально. Не надо погружаться в эти чувства с головой. Просто примите то, что вы сейчас проживаете. Вот обнимите эти чувства так, обнимите и скажите: ладно, я пошла, все, отпустите. Идите дальше. Это на словах легко, но на деле это очень сложно. Я надеюсь, вы извлекли из этого видео что-то такое интересное, познавательное. Итак, цитата. Everything that kills me makes me feel alive. Переводится она так. Все, что убивает меня, позволяет чувствовать себя живым. Вот и все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и если это так, поставьте палец вверх этому видео. Ну а с вами была Лиза. Я всех